Всем привет, с вами Дэн, и сегодня на обзоре эксклюзив от Златоустовского часового завода. Давайте открывать деревянную коробочку. Кстати, коробочка стала, как мне кажется, не знаю, может быть это именно вот в этой версии, да, конкретно, в эксклюзиве. Ничего не могу сказать, но она стала намного круче. Так, значит, часы водолазные 195 ЧСТД, 46 мм, исполнение 55. Короче, инструкция, все такое вот олдскульное, я бы сказал. И у нас сегодня модель Агат 195 в исполнении титановый Дамаск. Ну, это нечто, я вам скажу. Я, конечно, их уже посмотрел перед обзором, потому что мне было крайне интересно. И не часто так делаю. Да, слушайте, это, конечно, очень красиво. Это очень красиво. Так, ну тут вот я вот. Ну, блин. Сколько раз я на них смотрю, а смотрел я на них уже. Это третий. Сначала на картинках, на фотографиях, а теперь уже и вживую. Давайте красотулечку немножко. Вот тут заодно хочется колпачок отвинтить, посмотреть. И дальше уже поговорим про эти часы. Чувствуете звук, да? А звук у нас не похож на что? Звук не похож на Восток. Сейчас об этом подробнее поговорим. Итак, значит, здесь у нас классический культовый корпус от Златоуста. С большой заводной головкой, с колпачком. Знаете, у Златоуста, как мне кажется, всегда было, вот, наверное, несколько фишек. Первое, это, конечно же, советское часовое наследие, потому что это настоящие водолазные часы. Второе, это то, что они сохранили этот дизайн и исполняют его в том же самом виде, в котором он был в Советском Союзе. Но при этом третье, это то, что они стали добавлять эксклюзивные сплавы, эксклюзивные металлы. И это своеобразная ниша, то есть такого на российском часовом рынке не было и, кстати говоря, до сих пор нет. Короче, сегодня здесь в этой модели это вот эксклюзив. И это не эксклюзив в том плане, что я первый раз показываю это где-то на канале, и вы первый раз видите эти часы. Это у Златоуста именно так вот линейка. Да, таких моделей, которые идут с необычными сплавами. Значит, у нас здесь корпус и циферблат, это титановый Дамаск. Также здесь есть шикарный, кстати, очень хорошо светит люминофор. Сапфировое стекло толщиной 3,3 мм. Водозащита 750 метров, такая же, как на исторических моделях. Кстати, у меня в коллекции это есть свой Златоуст, такой классика, да, а здесь вот что-то такое необычное. Теперь, наверное, самое интересное, помимо корпуса и циферблата, это то, что здесь стоит механизм ETA 28242. Об этом, опять же, чуть позже поговорим. Производство России и цена около 250 тысяч рублей. Ну и что? Наверное, главное в этих часах все-таки даже не то, что первый раз я на канале показываю часы Златоуста с ETA, но здесь уникальное, да, невероятное изобретение, я бы сказал, да, или реализация, то, что сделали в Златоусте, это титановый Дамаск. Необычное сочетание. Рисунок, естественно, в каждых часах уникален. И вы, кстати, можете перед покупкой запросить разные варианты, которые есть в наличии, или подождать каких-то других часов. И, ну, слушайте, во-первых, первое впечатление, это очень красиво. Это очень красиво. А второе, это очень легко. То есть, это же титан. Да, вот на самом деле использование необычных материалов, необычных сплавов, необычных техник для корпусов, для циферблатов и вот таких уникальных методов обработки, это уже, надо сказать, что в последние годы стало одной из фишек. Это ниша именно Златоустовского часового завода. И, знаете, это как-то хорошо переплелось с тем, что в этом регионе, в Златоусте, как раз большое количество исторических традиций, как раз связанных с обработкой металлов. И несколько столетий уже там занимаются как раз вот кузнецы, обработкой металлов. И как раз, как мне кажется, это один из интересных примеров, когда
историческое советское наследие, но на котором, как мне кажется, невозможно бесконечно делать условно одни и те же модели, оно очень интересно и эффективно наложилось на вот эти традиции по металлообработке. И получилось совсем другое направление. И это, по-моему, здорово. Это как раз один из примеров, когда можно делать что-то новое, но не обязательно придумывать какие-то вот странные решения или просто брать и покупать какие-то корпуса, запчасти из Поднебесной и потом вот выдавать их за какие-то свои новые наработки. А здесь ребята сделали, вот нашли свою нишу. То есть вы можете взять классику, советскую условно на механизме Восток, а вы можете пойти дальше и попробовать что-то прям необычное, прям уникальное. Ну и что, значит, у нас в этой модели корпус и циферблат из титанового Дамаска. Разные марки титана вначале проходят диффузионную кузнечную сварку, а затем термообработку, позволяющую металлу заиграть такими вот всеми цветами радуги. И только после этого происходит уже обработка на станках ЧПУ, шлифовка и полировка. И слушайте, эти часы выглядят необычно и при искусственном освещении, и при дневном свете, и, конечно, они воспринимаются совершенно по-другому. То есть, знаете, вот для меня это уже не советское наследие именно, это другие часы. Они выглядят просто бомбически. Просто бомбически. Слушайте, да, они дорогие, но это очень круто. То есть вы всегда можете взять обычную базовую модель ZCZ, она абсолютно классная. Но вот эти уникальные модели, они выглядят дорого, они выглядят необычно, они выглядят, если хотите, вот так вот прям космически. И да, с недавних пор ZCZ ставит швейцарские механизмы ИТА в свои эксклюзивные модели. Я думаю, что ход правильный, к тому же всегда можно выбрать Восток, можно выбрать ИТА. Но давайте будем объективны. В часах, которые стоят 200-250 тысяч рублей, наверное, вы скорее все-таки захотите механизмы от ИТА. И к тому же, если мы говорим про вот такие необычные материалы, необычные сочетания, уже вот действительно эксклюзив, и так его и на Златоусте называют, и так это в принципе и есть. То есть это уже не совсем советское наследие, поэтому здесь можно попробовать разные механизмы. И покупатели действительно разные. Не все же покупают Златоуст просто потому, что это вот советские водолазные часы. Абсолютно нет. Я вам честно скажу, я когда первый раз это услышал, для меня это было прям новостью, я не знал об этом, я думал, там только в Востоке ставят, востоковские механизмы. Когда я услышал то, что теперь на Златоусте можно купить агат, в том числе с механизмом ЯТА, я подумал, что вот это абсолютно правильное решение. Абсолютно правильное решение. Кстати говоря, ставят они механизмы Восток, Миота. Миота идет в классические модели, и вот в том числе можно, значит, в момент заказа выбрать механизм. Поэтому для тех, кому не принципиально Восток, а хочется ИТА, и давайте вот здесь за скобками оставим характеристики, надежность там и так далее. Я считаю, что это как раз-таки логичное и правильное решение. Ну и ладно, хватит уже про характеристики, хочется просто вот порассматривать эти часы и показать их вам, потому что, ну, это нечто. И колпачок, и обе части, из которых состоит корпус, и циферблат. И знаете, вот в таком сочетании, я когда открыл первый раз коробку, увидел эти часы, и я понял, вот, блин, это классно. Ну, то есть, вот, и вот именно в этом сочетании, здесь такие вот оттенки синий больше в этой версии, с вот этими классическими стрелками, цифрами, с классической большой такой защитным колпачком над заводной головкой. Ты понимаешь, насколько это классно сделано, то есть это очень красиво, это очень круто, очень дорого выглядит. Я не знаю, насколько видео передает это все, но если у вас есть возможность на какую-нибудь там, например, выставку сходить или посмотреть эти модели вживую, вот просто придите, посмотрите, я думаю, вы поймете, за что берутся деньги и почему вот оно реально классно. Оно уникально, то есть это точно не для всех, вот прям точно не для всех, ни по размерам, ни по цене, ни по тому, как сделан корпус, вот точно для всех. Да, большинство не поймут. Но если вы цените что-то такое необычное в отделке корпуса и вот в общем стиле такой, да, вот в общей стилистике, это круто. Вот правда. Я кайфанул.
45,6 здесь у нас по корпусу получается. Высота, ну с учетом того, что здесь стекло утопленное достаточно сильно, 16,8. Ремешочек можно поставить любой сторонний 24 мм, пожалуйста. Здесь можно разгуляться. И что касается от ушка до ушка, 66. Да, нужны подкачанные красивые мужские руки. У меня запястье среднее 18,5. И в принципе такой размер, ну он, я бы сказал, прям на грани. Прям на грани. Да, можно летом под определенный стиль одежды, под определенное настроение. Почему бы, собственно, и нет. Но, конечно, такие часы хороши на руках выше среднего, и вы сразу показываете, да, кто батя в здании, потому что, ну, это солидно, это выглядит солидно. Особенно в таком исполнении, знаете, и всегда есть о чем поговорить. Опа, часы прям крайне необычные. Хороший ремень в базе, хорошо по цвету сочетается, такой плотный, очень мужской. Хотелось бы, наверное, уже видеть какие-то варианты с системой быстрой замены ремешков, потому что это, как и ПАМ, это прям магнит для ремешков. Хочется сюда ставить абсолютно все разное. Я думаю, что большинство владельцев как раз так и делают. Я, например, на своем ЗЧЗ так и делаю тоже, хотя ношу их достаточно редко, потому что все-таки размерчик, наверное, не мой. Бакли у нас тоже с таким же абсолютно у нас титаном, да, титановым дамаском. Это, конечно, красота, просто красота. Все, бакля, заводная головка, корпус и циферблат. И мне кажется, что если хочется что-то вот такого бомбического, необычного, наверное, выбор как раз и должен быть, когда у вас вот все такое, вот прям все такое. Блин, ну хороши, вот красота. И они легкие, понимаете, вот кто боится, там, я там тяжелые часы целый день не могу. Ну, во-первых, если вы спортсмен, то можете, а во-вторых, здесь, смотрите, 114 грамм даже не дотягивает, а обычные ЗЧЗ-то весит гораздо больше. Ну что ж, а теперь вкусняшка, давайте рассматривать, как это вы... Ой, это красиво. Никто в мире такого не делает, в Златоусте делают. Да, и циферблат здесь под стать. Ну, что же хочу сказать в заключение. Наверное, все-таки я бы хотел сказать одну маленькую ремарку по поводу коробки. У меня вот сердце кровью обливается, мне кажется, что внутри не хватает немножко бархатной обивки какой-нибудь. Дерево классное, стилизация, вот это наследие, все супер. Вот обивочку, пожалуйста, завод добавьте. Я знаю, вы будете этот видос смотреть. Что касается часов, это, конечно... Кстати, да, не подумайте плохого, приходят они в идеальном состоянии. По доставке все супер. Что касается часов, это, конечно, вау. Вот правда вау. Вот вживую берешь их, смотришь на них, и ты абсолютно понимаешь, за что здесь берутся деньги. Это невероятно. Да, плюс этажка, это для меня прям вообще здорово. Вот правильный подход, правильное решение. Очень круто. Историческое наследие, да, но эти часы по-другому абсолютно воспринимаются. Они прям вот раздвигают какие-то границы. Я понимаю, что эти часы, ну прям не для всех. Очень для маленького количества потребителей. Потому что цена, да, потому что у нас обычно начинается вот это вот нытье, что российские часы должны стоить 5000 рублей, иначе как бы вот эти вот все вот эксперты по ценообразованию. Ну, я им могу пожелать чего? Вы просто сделайте так же, да, и потом посмотрим, какая у вас будет цена. Вот, собственно, и все. В общем, уникальная, абсолютно уникальная вещь. Я бы даже сказал, что такой своего рода предмет искусства, с одной стороны. С другой стороны, крайне необычное, да, вот сочетание, крайне необычная реализация. И здесь главное в том, что вот, как мне кажется, вот стилистически очень удачно соединилось историческое советское наследие и вот этот подход к возможностям кузнечного дела. По-моему, супер. Исполнено классно, здесь все на высоте. Поэтому, если вам нравятся такие часы и у вас соответствующая крепкая мужская рука, крепкое мужское запястье, то, ну, как минимум, я рекомендую на них посмотреть вживую. А дальше уже решите. Может быть, возьмите что-то базовое, можете возьмите что-то больше такое, вот, как эти часы из титанового дамаска, почему бы и нет.
Может быть, вы подумаете, что Агат это не ваше, например, да, все может быть. Но лично мне эта модель очень-очень понравилась. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.